Всем привет! Сегодня у меня на столе нож-скребок. Расскажу как, зачем и для чего. Значит, срисована эта штука Stavbuild, но сильно дешевле. Как обычно с китайцами, на бренд я не обращаю внимания. Можно купить точно такой же, в 1,5-2 раза дороже, но с надписью Gross, Graf, Hanskёner и так далее. Я выбирал исключительно по цене. Без заказов откуда-либо, просто в ближайшем строительном взял за 35 рублей. Это около $12. Пачка лезвий там же для него стоит 5. Опять, эти же лезвия, но с наклейкой более распиаренного бренда, идут в 2 раза дороже. Вокруг сплошное наебалово. Что он из себя представляет? Значит, это вот такая здоровенная штуковина из алюминиевого сплава с пластиковыми вставками. И в качестве обрезинки здесь с двух сторон TPR – термопластичная резина. Этот материал я уже показывал в своем обзоре струбцин. Ссылка в описании. Весит он 160 грамм, в длину 17 сантиметров. Вместе хвата 20 на 40 миллиметров. Снизу имеется выступ, типа открывалка для банок, и отверстие под шнурок. Инструмент, конечно, основательный, не под маленькую руку. И еще такой момент. Если что-то мелкое ковыряете, здесь лучше не браться. Даже предупреждение имеется. Потому что можно по пальцам полоснуть. Ты в порядке? А не видно? В полном. Вишнево-красный, мой любимый. Механизм имеет 5 положений, которые кое-как фиксируются. Это, естественно, закрытый, четверть лезвия или половинка, как вам больше нравится. Половина лезвия, обычный нож. Целая под 45 и целая под 90, то бишь скребок. Нормально и быстро фиксируется только в крайних положениях. Все промежуточные периодически надо вот ловить, выставлять, точно ли они защелкнулись. Для замены лезвия его нужно поставить в среднее положение и нажать вот эту кнопку. Естественно, в процессе надо все перепроверять. Точно ли оно остановилось, точно ли кнопка нажалась, что лезвие зафиксировалось и не вываливается. Обычные лезвия без прямоугольного отверстия, даже если их запихнете, держаться там не будет. Сам механизм достаточно быстро забивается разным сметью, и какой-то разборки для чистки не предусмотрено, в отличие от оригинала. Ну и цена соответствующая. Пока не сломался. Так все говорят. На кой он вообще нужен? Что-нибудь подобное я хотел достаточно давно. Время от времени возникает необходимость ободрать лак или краску. Кто держал в руках жирное лакированное топорище, поймет. А цикли я терпеть не могу. Поэтому делаю это обычно 18-миллиметровыми сегментными лезвиями или трапециями. Трапеция чуть толще и не гнется. Обычно зажимал в какой-нибудь деревяшке или в ручных тисках и соскабливал покрытие. Флиппером что-то скоблить неудобно. Продающиеся в магазинах скребки мне не нравятся, а эта штука более-менее универсальная. Им и резать вполне удобно, и соскабливать всякое лакокрасочное, да и коробки потрошить в другой раз целым лезвием веселее. Плюс можно разную дрянь со стекол соскребать. Дерево слегка освежить. Как-то так. Что касается крюка снизу. У этой штуки на острие толщина 2,5 мм. Ни одной из имеющихся у меня банок оно открыть не смогло. Буду и дальше это делать отверткой. То есть эту штуку или как-то подтачивать, или сошлифовать. Как бы не мешает, но пытаться ей что-то подковырнуть, поддевать, учитывая, что это алюминий, смысла не вижу, она легко обломается. Эта хреновина сама поранилась! Короче, виксовскую отвертку не заменит. Если у вас есть варианты, для чего эта фиговина может пригодиться, напишите. Так, оценим за и против. Плюсы. Недорогой многофункциональный инструмент. Обрезинка неплохая. И в целом производит впечатление достаточно качественной вещи. Минусы. Здоровенный, тяжеленный. В 5 раз тяжелее, чем обычный. Положения, в которых фиксируется лезвие, периодически надо ловить.
и убеждаться, что вот они встали. И что лезвие сейчас никуда не поедет. Да и отзывов о том, что этот механизм засрался и перестал работать, тоже порядочно. Ничего, нормалек. Прорвемся. Из нюансов, я думаю, у многих, как и у меня, вот это действие уже происходит на автомате. А здесь, чтобы использовать его именно как нож, нужно осознанно поймать среднее положение. Ну, это дело привычки. Итого. Достаточно интересный инструмент для эпизодического использования. За свои деньги я считаю отличный. Для дома самое оно. Для работы уже под вопросом. Может, стоит рассмотреть складной вариант или все-таки взять подороже, но фирму. Смотрите сами, нужна вам такая игрушка или нет. Пишите, как вам такие ножи, подписывайтесь, все остальное ютубное, все. Всем удачи. Не зря же я тут вон сколько неба копчу. И я, и друганы мои прорвемся.